Привет, друзья! У нас зима, и чем же заниматься в это время, когда навалило снегу и стоят морозы? А займемся мы разбором цветного металла. О, рыбачки еще сидят. Вот такие тут запасы хлама. К сожалению, мороз не дает все это попилить, пожечь. Почти 30 градусов. Наверное, надо будет высыпать, перебрать и что такое в доступной форме. Мешок покидаю, вывезу в город. Ну, объем-то хороший. Вот так накидал тут хламика. А еще по ведрам там такой вот кабель. Но это алюминиевый. На куски попилить. Ах, вот запас. Где-то еще там куски есть. Надо разбирать все, искать, смотреть. Есть вот такой у нас в запасе насосик. Заберем его на разборку. Интересный патрончик. Это на отжиг. Такая пачка алюминия с кабеля. Заберем еще 23 куска алюминия. Они практически готовы. Займемся заготовочкой цветного металла. Как бы так, разборкой. Провода надо снять. Вот это все откусываем. Есть радиаторы. Медная катушечка. Немножко, но медяшка. Еще одна. Не знаю, чего это плата была. Но главное, они есть. Алюминий и медь. Такой. Это, по-моему, металлический. Ну, тоже пойдет. Так. Металл. Рядом есть такая вот ссоровская платка. Ну, провод сам отпал. Ну, тут есть радиодетали. Транзистор, скорее всего, с позолотой. Второй. Называемые ракетки. Там маленькие КМки. Еще один провод. Ну и много маленьких. 315, по-моему, называются они. И тут 93-й год, поэтому, скорее всего, они неприемные. Ну, вот эти два транзистора забрать. Ну, это потом. Пока отложим в сторону. Следующие платки. Это у нас импорт все. Маленький проводок. Такая вот коробочка. Продолжим с ним вот сюда металл.
Две крышки сняты, остается вот такая платка. Ну, скорее всего, тоже целиком. Отломаем ее. Внутри, кстати, тоже есть медь. Но совсем мало. Но здесь побогаче. Так, пока отсоединим. Вот такой провод имеется. Довольно-таки длинный. Кучу с проводами его. Короткие проводочки. Алюминиевый радиатор. Эти металлические. Пойдут в металл. Катушечка с медью. Конечно, немного, но если вот так вот по чуть-чуть кидать, зимой, когда металлокоп невозможен, убирается. Все в общей куче выходит неплохо. Пока не узнавал, но в прошлом году импортные платы у нас не принимали, только СССРовские. Я смотрю, у многих принимают импортные платы. Пока их оставим куда-нибудь, потом мешок соберу. Придет время, я думаю, у нас будут их принимать. 3 маленьких катушки, вот так вот виднее будет. Тоже по чуть-чуть меди имеется. Ну, вот такой маленький контакт. Ну, похоже, что присутствует серебро немножко. Закинем, если не потеряется, то разберем. Немножко разобрал банки, склянки. В своем хламе нашел корпус генератора. Это на каком-то из копов был достан. И такая пластинка. Это, насколько я понимаю, реле зарядки от Ижа или Урала 6-вольтового. Ну, корпус алюминиевый. Копилочка. Это мешок железа. Такая штукенция. Тут сколько проводов. Ну, здесь почти ничего нету. Ну как нету? Вижу микросхемку. К555. 553 УД. По-моему, оно должно быть с позолотой. Следующая плата. Тут особо такого ничего не видно. Трубчатые конденсаторы. Кстати, 315 80-го года. Они тоже приемные. До 82-го они, по-моему. Так что платку отделяем. И останется металлическая рамка. Вот так вот. И рамка. Сейчас нившая. Ну, грамм 200 будет. Все от цветного телевизора. Тут совсем бедная. Вообще ничего не видно. Все, снято. Летом некогда заниматься такой ерундой. Все это откладывается. А зимой самое время. Транзисторы с отверстием 2 штуки. Раз, два, три, 4. 4 полубочонка. Даже 5. Неплохая платка. Что здесь у нас? Да, 80-й год. 315. Трубчатые конденсаторы. Их тоже берут. Ну, в принципе, особо больше ничего не видно. Много вот таких диодиков. На тех платах тоже попадались. Их вроде тоже начали принимать. Ну, надо узнавать, смотреть по приемкам, по сайтам.
В принципе, когда разбираешь плату, нетрудно снять. Сложить все в копилочку. Я думаю, что когда-то они, даже если сейчас не приемные, чуть позже их будут принимать, и они будут стоить денег. Неплохой кусок металла. Еще вот эту платку не извлек. Готово. Надо удалить металлические части, потому что с ними не возьмут плату. Ну, крепко сидит. Вот, с куском платы. Ох, всю куртку повыделал. Надо обладить другую. Да, платок неплохо получилось, но и не так много. Большая часть уже собрана. Это тоже от черно-белого, скорее всего, еще телевизора. Вот трубчатый конденсатор. Эти стеклянные диоды, не знаю, есть там что или нет. Вот эти конденсаторы тоже вроде как где-то берут, где-то нет. Они копейки стоят. Поэтому, не знаю, посмотрим. Импорт. Радиатор. Надо проверить. Алюминий. Ну, вот этот балачок тоже металлический. Удаляем. Это тоже импорт. Тут ничего нет. Вкусовые провода. Там еще кусочек остался. Надо было снять. В сторону. Вот здесь маленькая катушечка с медяшкой. И еще один радиатор. Вот смотрите. Здесь, по-моему, тоже. Да, точно. Медная катушка. Да, нержавейка. Пойдет. Алюминиевые провода. И еще вот такая плата. Ну, тут уже ценные детали в основном сняты. Чуть-чуть есть меди, но тут совсем граммы, блин. Или миллиграммы. Есть вот такие маленькие диодики, варикапы. Их вроде, кстати, тоже начали принимать. Без золота. Ну, вот такой вышел. Не то чтобы разборчик, а подготовка к разбору. Немножко отсортировали хлам. Железо отдельно. Цветной металл отдельно. Плата отдельно. Вот здесь получилась такая кучка проводов на отжиг. В следующем ролике будет разборка цветных металлов из этого хлама. Подпишись, чтобы не пропустить.